Знаете, как про советские электростанции говорили, атомные? Она никогда не взорвется. Еще вопрос. А если взорвется? Она никогда не взорвется. В советской армии была такая вещь. Они брали через военкомат, потому что ты был военнослужащим. Мне 20 было 7 лет, я партизаном уже как поехал. Значит. Ты бывший военнослужащий, дал присягу, и тебя могут, значит, по военной части осудить и все остальное. Ты отказаться не можешь. Первый призыв был вот этих партизан. Людей просто как на войну звали. То есть пришли домой и забрали. Ни о чем. Можно было так вот зайти в квартиру, и не без какой-то повестки, без ничего. Пришел офицер и забрал тебя на войну. Ну, конечно, мне казались они уже стариками тогда, когда мне было 20. Возраст от 30 там, и до 50. У нас был отдельный инженерно-саперный батальон. Я был механиком-водителем большого тягача модернизированного. У нас экипаж состоял из 2 человек. И я как старший механик-водитель, и мне дали из гражданки вот этого человека, партизана, будем так говорить. И он был трактористом, поэтому он мог участвовать, с нами, там разгребать 5-сантиметровый вот этот слой земли, чтобы очищать эти дороги, по которым можно было бы свободно ехать, не собирая радиацию. Мои обязанности были пожарник в военной части. Главные работы, что вот в этом аэропорту там делались, то есть была исходная точка больших вертолетов Ми-26, которые на борт могли брать где-то 20 тонн груза. В этом случае они были цистерны, которые наполнялись где-то 20 тонн ПВА-клеем, смешанным с водой. Для того, чтобы они бы распыляли от клея, чтобы чем меньше пыль поднималась с земли. Я в то время служил в советской армии в звании майора, на должности заместителя командира полка мотострелкового под Киевом. Полк был укомплектован в основном призванными из запаса военнослужащими, как их называли тогда, партизанами. В полку было больше, чем 1000 человек. Первый батальон выполнял работы на территории самой атомной электрической станции, чистили крыши от радиоактивных осколков, помещения. Второй батальон занимался захоронением этих радиоактивного мусора в могильнике. Третий батальон обслуживал пункт специальной обработки техники. Когда я приехал, я попал в пункт специальной обработки. Это когда везут людей работать в Припять, в зону, в сам город Припять. Но когда возвращались, их проверяли с дозиметрами. Но если радиация есть большая, около колес, возвращают обратно и опять моем. Пока в металл не въедалась радиация, ее еще можно было отмыть. Но когда уже радиация в дереве, в металле, все. Машину сразу в могильник и закапывали там. Тоже в городе, я когда первый раз заехал в город, я уже заехал в 87 году в марте где-то, в конце марта, так, жутко выглядит. 9-этажные дома, занавески, вещи, одежда висит в балконах. Кажется, что кто-то выйдет, но знаешь, что там никого нету. Это уже сейчас, когда едут все сафари делать, посмотреть, как Припять выглядит. Так одному я сказал, когда нас вывозили, ты боялся, чтобы не попал туда, а сейчас ходишь и гордишься, что ты на сафари был в Припяти. Сколько лет прошло. Но там, значит, если думаешь и понимаешь, так это страшная вещь.
Весь полк построился на этой площадке, и командир вот этого полка вышел и рассказал, что взорвалась атомная электростанция, что это очень опасно, что радиация там и прочее, прочее. И он сказал, что сейчас нужны добровольцы, которые должны непосредственно на станцию. И он сказал: добровольцы, сделайте шаг вперед. И вся рота шагнула, вернее, не вся рота, весь полк, сколько вот людей было, все шагнули вперед. И тогда командование решило отправить вот этих людей, которые партизан, которые, как они сказали, они уже семейные, у них есть дети, а вы молодые, потому что я срочную службу служил. Вы молодые, у вас еще должны быть дети, радиация там влияет, мы что ничего не знали тогда, сколько нам было, там 19-20 лет. Поэтому вы будете работать в зоне, а эти партизаны будут работать непосредственно на станции, то есть разгребать вот этот мусор вручную. Когда мы были на совещании в Чернобыле, в оперативной группе, и ставилась задача по очистке крыш помещений на самой атомной электростанции, и там, где не выдерживали роботы, где нужно было, чтобы эти работы выполнял личный состав. Вот этот генерал один московский говорил так, что меня не волнует, что сколько там людей вы будете туда посылать. Задача должна быть выполнена, и никто не думал, какой ценой и за счет здоровья призванных людей. Но все это выполнялось. Очень мне понравилось название «Биороботы». Когда вот после этого вот смотрел там эти репортажи, когда роботы нормальные из железа, из всего другого не держали, а просто биороботы они держали. То есть, но насколько, как долго и какие количества, это все было, и затраты какие, и людские, и все другие, это было что-то, но что-то нужно было делать все равно. Эту радиацию как бы сдержать в одном месте. Это была простая работа, но очень-очень опасная. И они просто собирали вот этот мусор, вот эти остатки графита, сильно очень радиоактивные, которые там смертельная доза можно получить за пару минут. Собирали этот мусор лопатами и быстро убегали. Дают лопату, этот сурдут, спереди со свинцом. Он бежит с этой лопатой на крышу, бросает этот графит, 1,5 минуты, и он возвращается обратно, ему вручают грамоту, жмет руку и счастливо, ребята. Хорошо, что ему счастливо, а вдруг? К сожалению, не все люди, которые прибыли из запаса, понимали опасность этой обстановки, опасность радиационного заражения. Особенно те, кто курили, снимали респираторы, чтобы покурить, садились на зараженные поверхности. Поэтому приходилось объяснять людям и требовать от них выполнения мер безопасности. Там был такой водоем, и этой водой поливали на самолеты, а потом, они были в этих резиновых комбинезонах.
Но после этого, когда они уже там помыли, там вертолет улетал, они все снимали и просто шли купаться в тот же самый водоем, откуда брали воду, чтобы поливать, и куда бы, это понемножку стекало обратно вода. Вот это меня было удивительно, потому что, как-то, не знаю, мне казалось, как-то не чувствуется этой радиации, но все-таки нужно этого избегать, таких вот именно. Радиация такая вещь. Не пощупаешь, не пахнет и на вкус не попробуешь. Только если есть уже фон, немножко такой во рту немножко сладко и чувствуется металл и сладко. Уже знаешь, что надо уходить оттуда. Я не лез туда, куда не надо, потому что всякого было. Мы пошли в деревню, чтобы набрать воды, и тут нашли колодец, начали набирать эту воду, заливать во фляжки. И тут к нам навстречу выбежала старушка с полной такой огромной кастрюлей яиц. Нам очень хотелось есть. Мы даже в то время не думали, насколько могут быть заражены эти продукты радиацией и какие могут быть последствия. Мы, конечно же, набрали этих яиц и принесли своим коллегам, сослуживцам. На костре их пожарили, съели, пили эту воду, возможно, тоже зараженную. Никто не знал. Я помню тоже осенью очень много грибов было там вокруг. Другие собирали их и кушали, но грибы любят втягивать в себя радиовещества, и после этого, я не мог даже и туда смотреть. Нас уже предупредили, что прилетит командующий, не знаю, там, генерал-лейтенант. Рядом с дорогой канавы, чтобы туда стекало. И там грязь собирается, она все равно радиоактивная. И ее же надо спрятать. В контейнеры не привозят же контейнеров, чтобы его засыпать и увезли в могильник. Прибегает, давайте очистить канал. Они же, показуха постоянно же. В советской армии что? Показуха. 2-3 метра от канавы выкапываешь ямку, эту грязь туда и закапываешь. Но этот вертолет прилетел, 4 полковника. Один бегает с дозиметром, другой бегает тоже около генерала. И к нам подходит этот генерал. Как, сынки, как работа, как? А что ты ему скажешь? Нормально, и все. И один полковник покрутился об эту яму, раз ногой. Вытащил и трясет, и не понимает. Она грязная вся, откуда эта яма и эта грязь. Нам-то смешно, он же весь его собой уже в радиации. А нам-то что? Мы же добровольцы. Первый батальон ездил в Рыжий лес. Резиновые сапоги до пояса и плащ, и респиратор. И на улице 15-20 градусов тепла и ветра никакого. И солнышко светит. Как ты там можешь работать? Ты же одел уже мокрый. Все. Там же с ума сойти можно. Но они месяц-полтора и домой. Сейчас, когда окопались российские войска в Рыжем лесу, их бы больше там окопалось. Но им смерти я не завидую. Это жуткая смерть. Это если большая радиация, живому человеку кожа сойдет, а потом и все органы. Кость остается. Вот они зашли в Чернобыльскую зону, где Чернобыльская АЭС, она хоть и не действует, но там есть лаборатории, там есть
помещения, где хранятся радиоактивные, высокорадиоактивные материалы. Они это все ходили, грабили, смотрели и позаражали. Сейчас уже начали умирать там где-то, где их вывели на территорию Беларуси или России облучились. Сейчас находится недалеко от Запорожской атомной электростанции. Не дай бог упадет какая-то ракета или снаряд на территорию станции. Да даже само нахождение военнослужащих, оно психологически влияет на персонал этих атомных электростанций, которые не могут выполнять качественно свои обязанности. Все это может привести к большим трагическим последствиям. Это опять же показывает безразличие насчет солдатов, насчет других. То есть насколько это здоровье, жизнь солдатов, это не важно им. То есть ничего не изменилось. Прошло столько вот лет это всего. И хотя вот такие большие там слова про Родину, там все это, но это как бы, опять же, не знаю. Что касается будущего атомной энергетики, я бы ответил так, что со временем она вообще исчезнет, как промышленная разработка электроэнергии. Напряженность в международных отношениях, конфликты, людской фактор, опыт тех ошибок, которые уже были на протяжении существования этой атомной энергии, приведут к тому, что она отомрет, и ее заменят более экологические виды энергии, тем более, что они усовершенствуются и все более распространяются в мире. Поэтому я думаю так. Трудно сказать, насколько эта энергетика, она дает благо по сравнению с угрозой. Мое мнение, конечно, однозначное. Никакой атомной энергетики в мире не должно быть. Да, на каком-то участке это сыграло роль в прогрессе человечества. Но сейчас, как мы знаем, люди уже могут использовать другую, более зеленую, так скажем, энергию. И все технологии для этого есть. Поэтому однозначно, конечно, когда строилась станция новая в Беларуси, мы здесь в Литве, наше общество чернобыльцев, мы сделали все, что могли, и давили на Сейм, и Сейм давил на Беларусь. Но, к сожалению, такая ситуация, что у нас, опять же, построили нам бомбу, такую же, как в Чернобыле, рядом, совершенно рядом в Вильнюсе. И я, конечно, как и многие понимающие люди, мы себя здесь не чувствуем в безопасности в полной в связи с этим. Что значит ядерное электричество? Но это надо работать с умом, надо иметь реакторы, которые за рубежом. Но сейчас лучше всего переходить на зеленую энергетику. Но, конечно, эти с винтами тоже некоторые падают, показывали. Но электростанция атомная – это ядерное оружие.